Если вам казалось, что после SU7 и YU7 Xiaomi уже показала все, чем может удивить автомобильный рынок, то сегодня есть повод пересмотреть это мнение. Ведь компания неожиданно зашла в совсем другой сегмент, и, если честно, именно этого шага многие ждали. Сегодня, 30 июля, Xiaomi официально представила первые две модели совершенно новой линейки Sky Nomad, ориентированной на семейные путешествия и дальние поездки. Это гибридные кроссоверы N90 и N70. Лэй Цзюнь, глава компании, позиционирует новинки как интеллектуальные семейные автомобили с просторным и трансформируемым салоном. И это уже совсем другой подход по сравнению с обтекаемыми и спортивными SU7 и YU7. Флагманом серии стал N90. Причем первая цифра 9 здесь выбрана не случайно. По китайской традиции она подчеркивает принадлежность модели к сегменту крупных флагманских кроссоверов. Автомобиль получил семиместный салон, а N70 станет более компактной версией с 5 местами, сохранив при этом общий стиль дизайна. На чистом электричестве новые модели смогут проезжать до 370 км, а суммарный запас хода с полностью заправленным баком достигнет свыше 1500 км. Именно такие гибридные кроссоверы сейчас пользуются огромным спросом в Китае, поэтому Xiaomi выходит сразу в один из самых конкурентных сегментов рынка. И это очень важный шаг для Xiaomi. Так что давайте посмотрим, чем Sky Nomad, N90 и N70 собираются их удивлять, и есть ли у них шансы стать новым хитом. N90 и N70 выполнены в едином фирменном стиле. У обоих кроссоверов массивная передняя оптика, прямоугольные задние фонари и довольно строгий, утилитарный силуэт. При этом ни один из них не напоминает стремительные и обтекаемые электромобили материнской марки Xiaomi. Если и искать сходство, например, с Xiaomi YU7, то оно заметно разве что в графике передней оптики. И там, и здесь фары дополнены двумя пересекающимися светодиодными полосами. В остальном новинки выглядят вполне самобытно. У них угловатый кузов с довольно простым оформлением, минимум сложных выштамповок, высокий капот, крупная оптика и толстые задние стойки. Спереди обращает на себя внимание надпись Sky Nomad, большие трапециевидные воздухозаборники и полускрытые дверные ручки. Есть и необычное решение с центральными колпаками колес. Независимо от вращения, они сохраняют вертикальное положение. А на крыше установлен лидар, а по всему периметру кузова камера, которая отвечает за работу продвинутых систем помощи водителю и функций интеллектуального вождения. По габаритам модели различаются сильнее, чем может показаться. Ширина у них одинаковая – 1998 мм. А вот длина отличается существенно – N90 – 5285 мм, тогда как N70 – 4960, разница почти 33 см. Из-за этого у N90 длиннее задний свес и больше колесная база – 3080 мм против 2950 N70. Кроме того, у N90 длиннее участок кузова за второй дверью, поскольку там предусмотрен третий ряд сидений. Это заметно меняет пропорции бокового остекления по сравнению с младшей моделью. По высоте тоже есть разница – 1825 мм у N90 против 1785 N70. Снаряженная масса младшей версии составляет около 2,5 тонн, то у старшей – 2,8 тонны. И если N70 может комплектоваться колесами диаметром 19 или 21 дюйм, то для флагмана предусмотрены только 21-дюймовые диски. Что касается подвески, то спереди стоит независимая на двух поперечных рычагах, сзади пятирычажная конструкция. Также для кроссоверов предусмотрена пневмоподвеска с диапазоном хода 80 мм. Главный акцент у обеих новинок, конечно, сделан на силовой установке с увеличителем запаса хода. Система поддерживает бензин с октановым числом 92, 95 и 98, так что с топливом никаких особых ограничений нет. Под капотом стоит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 152 лошадиные силы, но он не связан с колесами напрямую. Его задача – работать как генератор, заряжая аккумулятор, который уже питает электродвигатель.
По заявлению Xiaomi, двигатель отличается высоким пиковым КПД – более 44%. На каждый литр топлива он способен передавать в электрическую систему около 4 кВт-часа энергии. Базовый N70 оснащается одним передним электромотором мощностью 286 сил и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 52 кВт-часа. На чистой электротяге такой автомобиль может проехать до 270 км по циклу WLTP, а средний расход заявлен на уровне 5,7 литра на 100 км. Если этого покажется недостаточно, предусмотрены и полноприводные версии. Такая система будет доступна для N70 Max и станет единственным вариантом для N90. Схема здесь такая: спереди тот же мотор на 286 сил, сзади дополнительный электродвигатель на 136 сил. В сумме получается 422 силы. Но по-настоящему линейку Sky Nomad выделяет батарея. Производитель говорит, что это самая емкая батарея среди автомобилей с увеличенным запасом хода в своем классе. Ее емкость 76 кВт-часа, и это уже вполне сопоставимо с аккумуляторами многих полноценных электромобилей. На электротяге N70 способен проехать до 370 км, а N90 до 360, и это по циклу WLTP. Дальше в дело вступает бензиновый генератор. У N90 установлен бак на 60 литров, и суммарный запас хода всей системы достигает 1700 км. У N70 бак меньше – 45 литров, а общий запас хода заявлен на уровне 1460 км. Конечно, эти цифры рассчитаны по китайской методике, поэтому в реальной эксплуатации они будут ниже, но запас все равно выглядит очень внушительно. А средний расход заявлен на уровне 6,2 литра на 100 км. Батарея также поддерживает быструю зарядку. С 20 до 80% ее можно зарядить примерно за 18 минут. По динамике тоже все неплохо. Переднеприводный N70 разгоняется до 100 км в час за 5,7 секунды, полноприводный N70 Max за 6,1 секунды, а N90 делает это за 5,9. Максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 190 км в час. Давайте честно, сколько бы ни обсуждали внешний вид, большую часть времени вы проводите именно внутри автомобиля, поэтому интерьер далеко не мелочь. И здесь оба кроссовера идут по одному пути, делают ставку на универсальность. Но если N70 предлагает только классическую пятиместную компоновку, то N90 будет в семиместном варианте. Перед водителем почти 9-дюймовый экран приборной панели, а за мультимедиа отвечает 16-дюймовый сенсорный дисплей. Дополняет эту картину 20-дюймовый проекционный экран. За звук отвечает фирменная аудиосистема с 25 динамиками общей мощностью почти 5000 Вт. В салоне N90 есть решения, которые больше напоминают минивэн бизнес-класса. Например, кресла первого ряда могут разворачиваться на 180 градусов, а между ними электроуправляемый подлокотник, на который можно установить опционный складной столик. Его можно перемещать вдоль салона. В него встроены 9-литровый холодильник, 4 подстаканника и блок управления климатом. Задние же сиденья можно превратить в просторное спальное место для просмотра фильмов на 21,4-дюймовом экране, который установлен на потолке. В Xiaomi отдельно отмечают, что третий ряд в N90 сделан не просто для галочки. Там действительно достаточно места, и при необходимости он способен принять даже 3 пассажиров. При этом уже в базовой комплектации первые 2 ряда получают электроприводы, подогрев, вентиляцию и массаж. Средний ряд дополнительно оснащается режимом нулевой гравитации и выдвижными подставками для ног. Все сиденья уже стандартно отделаны кожей, а сам салон предлагает множество вариантов трансформации. С практичностью тоже все в порядке. Например, семиместный N90 предлагает 577 литров пространства за третьим рядом сидений, а если его сложить, объем увеличивается до 1831 литра.
И N70, и N90 уже можно предварительно заказать в Китае. И теперь самое интересное – сколько же будут стоить эти кроссоверы? Xiaomi объявила предварительные цены. Полноприводная версия N70 Max оценивается примерно в $38 400, а флагманская модель N90 – около 44 300, причем цена всей серии N90 не превысит этот порог. Для таких кроссоверов цены выглядят действительно конкурентными. Впрочем, это уже становится привычным подходом Xiaomi – предлагать много технологий и оснащения за относительно доступные деньги. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.